Весы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на 2023 год. Будем анализировать события предстоящего года черного водяного кролика. Так как год у нас проходит под эгидой колесницы, аркана перемен, аркана активности, для многих это знаменуется переездом, сменой места жительства, активными действиями, просто ситуациями, когда вам нужно будет успевать за сменой тех событий и чередой событий, которые будут у вас происходить. Посмотрим, чем для вас ознаменуется этот год, и помогут мне сегодня настоящее черное таро, а также таро легенд. Эта колода нам посмотрит общие энергии в каждой из сфер, а это раскроет ситуацию более детально. Поэтому настраиваемся с вами и начинаем. Весы, что вас ожидает в плане бизнеса и работы? У вас здесь падает аркан Жрец. Прекрасная карта. Почему? Потому что аркан, который показывает на обучение. То есть как вы можете учиться, так и вы можете передавать опыт, навыки. Для кого-то это необходимо будет с целью повышения карьерного роста, для кого-то, чтобы трудоустроиться, ну а кому-то, чтобы повысить свой уровень квалификации, активно развивать свою деятельность. Если у вас есть какие-либо задатки, вы можете делиться опытом, навыками, знаниями в любую из сфер, то активно можете организовывать свои мастер-классы, курсы, заниматься репетиторством, то есть делиться этими навыками и этим опытом, потому что для вас ситуация будет во благо. Сейчас мы раскроем событийный ряд, как на самом деле отыграется для вас. Так, король чаш, императрица и король мечей. Ну, карта двора и старший аркан. Итак, здесь благодаря чьей-то помощи, поддержке, мотивации, рекомендации, многие из вас будут менять сферу деятельности, либо уходить на вольные хлеба. Почему? Потому что императрица сама по себе это вопрос преобразований. Это созреть на какую-то новую деятельность, либо опять же уйти на свои хлеба. Потому что это карта хозяйки, карта независимой женщины. Если для мужчины, то это может быть с подачи женщины открывать свое дело. Король чаши, король мечей – это взаимодействие с разными людьми, которые вас могут поддержать, вас направить, подсказать. Если это ваше дело, то помочь его открыть, легализовать, то есть оказывать какую-то поддержку. Если вы у нас в статусе соискателя, то, повторюсь, это найти себя, свою нишу и активно здесь развиваться, получать тот опыт, навыки, которые позволят вам стать квалифицированным специалистом. Для тех, кто является наемным сотрудником, получить новый опыт, повышение вашей квалификации, это поспособствует росту по карьерной лестнице. Но у тех, у кого свой собственный бизнес, может идти желание открыть нечто новое, в новое вкладываться, активно продвигаться или создать новый продукт, новые товары, либо новые услуги, которые вы активно будете продвигать. Для тех же, кто у нас не работает и по многим причинам работать не может, это просто что-то изучать на дому, получать тот опыт, навыки, которые вы будете шлифовать со временем и которые со временем позволят вам на этом зарабатывать. Потому что здесь по аркану Жрец это максимум социальная поддержка от государства. Ну, король мечей указывает здесь на госвыплаты. Если будем смотреть финансовую сторону вопроса, что у вас здесь? У вас здесь падает аркан повешенный. С одной стороны, можно сказать, что застой. Мы эту карту раскроем, потому что в этой колоде она двоякая. Но с другой стороны, легкость и свобода. Видите, повешенный здесь не привязан. У ног здесь бабочки. То есть легкость, окрыление. Это когда вы не то, что вы не привязаны к материальному миру. Безусловно, он для вас важен и значим. Но как с легкостью решаются какие-то проблемы или ситуации. Вы знаете, что повешенный это у нас смена взглядов, это смена окружения, это иная модель поведения в жизни, это иной подход к распоряжению расходами и доходами. Соответственно, и у вас здесь может идти, допустим, новое финансовое образование, новый взгляд на ситуацию. Посмотрим, как это отразится на вашем заработке, на доходах в целом. Итак, девятка чаш, четверка жезлов и повешенный. Итак, смотрите на эти карты.
Девятка чаш — жить в удовольствие. Четверка жезлов и повешенный у кого-то за счет пассивного источника дохода, то есть давать недвижимость, неважно, жилую либо коммерческую, в аренду. Мне часто пишут: у меня нет ни жилой, ни коммерческой недвижимости, а потом по прошествии времени пишут: ой, спасибо, я сдал в аренду гараж. Гаражи, подвалы, подсобные помещения тоже являются коммерческой арендой, которую вы можете использовать себе во благо. Это первое. Ну и во-вторых, это находиться на попечении членов семьи, финансовая поддержка от родственников, от членов рода, потому что здесь, если смотреть по картам, но это в большей степени касается тех, кто не работает. Да, жить в кайф, но здесь вы будете обязаны этим своим близким, либо своей второй половине. Для тех же, кто у нас активно работает, активно занимается, здесь еще инвестировать в пассивные источники дохода, которые для вас будут таким вот страховочным вариантом. Если мы посмотрим с вами состояние здоровья в рамках 2023 года, у нас здесь падает аркан звезда. Карту не совсем эту люблю. Почему? Потому что очень часто она указывает на вопросы переохлаждения, либо какие-то физиопроцедуры. Ну, в основном, это, знаете, амплипульс, магнитная какая-то терапия, которая может назначена вашим лечащим врачом для устранения каких-то проблем. Сейчас посмотрю, что здесь по факту. По аркану звезда. Влюбленные, двойка чаш и туз жезлов. Ну, вот то, о чем я вам говорила. Не нравятся мне эти карты, но из песни слов не выкинешь. Так, если смотреть, они, конечно же, все позитивные. Но и влюбленные, и двойка чаш — это парные органы. Туз жезлов — это воспаление парных органов. Поэтому аккуратно, с переохлаждениями. Следим за легкими, за почками, за яичниками, придатки яичников, чтобы здесь держали себя в тепле. Никаких переохлаждений, сквозняков и тому подобное, потому что эту ситуацию можно изменить. Предупрежден, значит вооружен. И, соответственно, если вы знаете событийный ряд, вы можете менять ход и развитие событий. Поэтому здесь очень-очень осторожно. Если мы будем с вами смотреть вопросы личной жизни, что здесь? По аркану смерть, а вот здесь кардинальная трансформация и перемены. Смерть у нас карта двоякая. С точки зрения личной жизни это как означает, как похоронить какие-то отношения, для кого-то перевести их на новый этап и вообще, знаете, полностью изменить все от и до. Каким образом отыграется ситуация у вас, будем сейчас раскрывать. Итак, что ожидает знак зодиака Весы в рамках 2023 года? Итак, звезда, рыцарь чаш и луна. И дно колоды, настройка жезлов. Сейчас еще дотяну, одну секунду. Так, очень такая интересная карта. Значит, смотрите, для многих, если вы свободны, то здесь изменение ситуации, обретение партнера или партнерши. Причем человек для вас будет как, знаете, как закрытая книга. Как человек, которого не разгадаешь, не раскусишь, такая темная лошадка. Но человек, который здесь будет идти судьбоносный по карме. Если вы в любовных треугольниках, то это отсечение тайных взаимоотношений, потому что по императору захочется стабильности. А вот те, кто состоит в стабильных связях, встречаются, сожительствуют, либо у вас есть семья и брак, вот здесь могут быть кардинального рода перемены. Потому что по этим арканам это может вскрыться обман со стороны вашего партнера, а конкретно о его любвеобильности во время ваших взаимоотношений. Поэтому здесь будьте внимательны. Шестерка чаш, здесь будут какие-то моменты прошлого, о которых замалчивали, о которых утаивали, но теперь они, так сказать, могут дать о себе знать. И это скажется на вашем союзе. Но будете ли вы продолжать эти отношения? По аркану Солнца у тех, у кого есть дети, да, вы останетесь в отношениях, останетесь в браке. Тех же, кто, допустим, у нас не расписан, по тузу чаш можете помириться, но если смотреть в связке, в совокупности карт, это будет желание уйти в новое. Так, для тех, кто у нас смотрим с вами неожиданность периода, какова здесь ситуация? Колесница. Вот не зря год у многих идет под эгидой колесницы. Потому что колесница, да, прорыв, переезд, смена места жительства, приобретение автомобиля,
активная жизненная позиция в целом. Это может быть частые разъезды, поездки, командировки. Что у вас будет здесь? Жрец. Так, жрец, умеренность и колесо фортуны. Ого-го, вот это у вас здесь будут перемены. Это, конечно, 3 старших аркана в связке. Эта сфера для вас будет наиболее значимой, наиболее глобальной. Здесь перемены для кого-то это глобального плана в личной жизни, потому что жрец, умеренность, колесо фортуны, связать себя узами брака. Для кого-то стабилизация доходов или получение образования, опыта и знаний, которые выведут вас на источник заработка. Опять же, жрец, умеренность это адаптироваться в новом кругу, особенно если вы переехали, то есть изучать новые законы, правила, чтобы ощущать себя комфортно. Про покупку автомобиля здесь не идет, это не значит, что вы не можете приобрести, просто связка этих карт, эта триада указывает несколько на другие аспекты. Сейчас мы с вами посмотрим, что уйдет в рамках 2023 года. По отшельнику уйдет одиночество, уйдет застой. И это касается как тех, кто действительно был свободен, так и тех, кто ощущал себя одиноким в паре, в партнерстве. Здесь, знаете, как будет переосмысление своей жизни. Потому что если смотреть, вот обратите внимание, 3 чаш, 2 мечей и колесница. Если состояли в любовных треугольниках, это закрыть раз и навсегда для себя эту историю и выйти из подобного рода союзов, уходить в новое. Дальше, здесь может идти закрытие общения с теми людьми, которые повышали свою значимость в вашем кругу, либо за счет вас. Закрыться, уехать. Ну и в принципе перемена социального окружения, где вы были чужим среди своих. Поэтому колесница — это перебираться туда, где вам комфортно, где вы ощущаете, что вы там нужны, что там у вас с людьми общий менталитет, общие взгляды на жизнь, какие-то общие моменты мировоззрения. То есть чувствовать себя в своей нише, потому что здесь отшельник уже ничего не ищет, он не с фонарем. Посмотрите, у него идет вопрос просветления, осознания. Это найти себя и найти свой путь. И задержаться, скажем так, на этом пути. Тут уже искать нечего. Хорошо. Что придет к вам в рамках 2023 года? По аркану суд, это есть такие моменты, связанные с родом, то есть родовые отработки, вопросы кармы. Для кого-то это смена родины, потому что действительно по суду это менять, может быть, место жительства. Для кого-то это судебные процессы, для кого-то возрождение чего-либо. Отношений, работы, каких-либо там своих позиций, если вы где-то раньше там занимались соревнованием и так далее, чтобы стать конкурентоспособными. Это может быть возобновление каких-то судебных процессов, которые вы не могли завершить. Не хватало времени, опускались руки, либо не было ресурсов. Поэтому смотрим, как отозвется и отыграется для вас. Итак, рыцарь пентаклей, дурак и здесь королева мечей. Но если смотреть по арканам, то в большей степени касаться будет тех, кто занимался вопросами опекунства. То есть разделение опекунства, вопросы, связанные с алиментами, либо если вы собирались усыновлять ребенка, то это все это вопросы судебных тяжб, бюрократии, официального оформления и прочее, прочее, прочее. Так, теперь смотрим с вами карту года. Карта года. Какая основная энергия будет с вами присутствовать? Аркан справедливости. Вообще, на самом деле, ваша карта. Весы. Что посеешь, что пожнешь. Как ты к людям, так и люди к тебе. Все по справедливости. Аркан кармы. Год действительно сложных кармических уроков. Год, который связан с проверками, экзаменами, аккредитацией, верификацией. То есть, знаете, как проверять будет от и до. Диагностика организма. То есть здесь собирать информацию, анализировать, взвешивать. Знаете, как все очень скрупулезно просматривать. Но опять же, справедливость. Это будет справедливым не только к себе, но и по отношению к другим людям. Опять же, год, который может пройти под эгидой судебных процессов. Ну, например, с кем-то вы что-то там оспариваете. Права на имущество, либо,
не знаю, там какие-то материальные взыскания, то здесь много юридических процессов. Кто-то, может быть, пойти учиться на юриста и получать это образование. Сейчас будем смотреть, что же, в какой нише. Итак, 7 мечей, 7 чаш. И здесь 5 чаш. Но здесь налицо вопросы мошенничества и обмана, когда вы можете стать жертвой каких-либо аферистов, либо недобросовестных людей. Как следствие, это подавать иски в суд, это пытаться вернуть себе свое. Это не обязательно могут быть люди посторонние, это могут быть родственники, да, которые вас обманули в вопросах наследства, или вы с партнером не разделили корректное имущество, или там вас кинули на алименты, то есть и ряд каких-то других нюансов и вопросов, или бизнес-партнеры, потому что здесь налицо вопросы предательства, вопросы обмана, затуманенного рассудка. 5 чаш — это карта потерь, когда в какой-то ситуации вы остаетесь ни с чем. И вот здесь это попытки судиться, отсудить, вернуть себе свое и сделать так, чтобы восторжествовала справедливость. То есть вы всячески к этому будете стремиться, этого добиваться. Посмотрим с вами карту совет. Карта совет у вас карта маг. Маг, в первую очередь, это будь экспертом, получи какие-то навыки, знания, опыт, стань специалистом в какой-то нише, в каком-то деле. Бери жизнь в свои руки, строй свою жизнь так, как ты хочешь, не рассчитывая, что кто-то это сделает за тебя. Само в руки оно не приплывет, везет тому, кто сам везет. Вы должны запомнить это главное правило, это будет фактически девиз вашего 2023 года. Если в каких-то моментах, в каких-то нюансах вы некомпетентны, не растрачивайте себя попусту, не пытайтесь сэкономить на каких-то вопросах. Лучше оплатите работу квалифицированным людям, которые потратили свою жизнь в той либо иной нише, будь то врач, будь то юрист, адвокат. То есть найти лучшего. Лучшего, я понимаю, по вашим возможностям, но с целью решения тех вопросов, которые для вас наиболее значимы. Ну и вообще маг у нас это ведь тоже карта структуры, карта дисциплины, самоконтроля, самообразования. Тут основной момент само, все сам. Спасение утопающего, дело рук утопающего. Поэтому 2023 год в некоторой степени будет годом испытаний и проверки вас на прочность, чего вы готовы достичь, ну, при тех данных, которые вам будут давать Вселенная, будет давать судьба. Данные у вас здесь очень даже неплохие. Самое главное, грамотно ими распорядиться. Вот такой выходит расклад на 2023 год. Год очень такой значимый, интенсивный по событийному ряду. Но помимо всего прочего, я хочу с вами еще просмотреть один момент. Это момент на исполнение желаемого. Вот конкретно то, что вы себе хотели бы пожелать в 2023 году. И просмотреть, исполнится ли это событие или нет. Это я делаю для того, потому что многие писали, будет ли ритуал с запечатыванием желания. Я это постараюсь сделать в последующих видео. А сегодня смотрим конкретно на исполнение того, к чему вы стремитесь. Только постарайтесь, пожалуйста, загадать одно желание, а не с десяток, как это делали другие знаки зодиака. Иначе карты могут не совсем корректно дать ответ на ваш запрос. Поэтому давайте настраивайтесь на расклад. Подумайте о том желании, которое вы хотите получить в рамках 2023 года. Итак, получат ли весы желаемое в течение следующего года? И у вас здесь падает 5 мечей. По картам нет. Почему? Потому что на ваше желание будут влиять перемены. У вас дно колоды 8 жезлов. Это резкое изменение событий. У кого-то будет переезд, перемещение. Не хочу пугать, а кого-то заставить поменять абсолютно все в своей жизни, боевые действия. 5 мечей, 8 жезлов. Я сейчас даже дотяну, секунду. Видите? По 8 чаш это как оставлять многое за спиной, переезжать, уезжать, менять все в своей жизни. Перемены здесь будут очень глобальными, очень значительными. Поэтому желание, возможно, исполнится, но позже, но не в рамках 2023 года. В любом случае, это не повод унывать или отчаиваться. Это повод взять себе информацию на вооружение. Потому что, как мы знаем, предупрежден, значит вооружен. Соответственно, наша задача подстелить себе соломки, чтобы год прошел мягко и для вас с наилучшими событиями.
Поэтому, мои хорошие, по прошествии периода напишите, как отыгралась у вас информация, отыгрался расклад, или пишите в течение года, если события какие-то уже будут проигрываться. Давайте обратную связь. Я же в первом закрепленном комментарии оставлю вам расклад на 2022 год, чтобы вы могли посмотреть, проанализировать и тоже сделать выводы. Если необходимо, смотрите по асценденту, сопоставляйте, сравнивайте. Я же вас благодарю за внимание. Пусть 2023 год принесет вам только благоприятные перемены. Будьте самыми счастливыми. Пусть Вселенная вас обязательно хранит. До новых встреч!